Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать ажурный авторский столбик. Великолепно будет смотреться буквально из любой пряжи. Я выполнила образец из полухлопка 160 метров 50 граммов крючком номер 3. И также у меня есть образец из стопроцентного мерсеризованного хлопка крючок 1,4. Вы можете выбрать буквально любую пряжу. Узор будет смотреться интересно из ангоровой пряжи, полушерсти и так далее. Экспериментируйте и присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего узора с 15 воздушных петель. Я выполняю цепочку из 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Выполнили. Далее я выполняю одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому. Ввожу крючок во вторую петлю от крючка и выполняю столбик без накида. Так я выполняю столбики в каждую воздушную петлю. Вот таким образом. Обращаю ваше внимание, раппорт в ширину 5 петель, раппорт в высоту узора 2 ряда. Мой авторский ажурный столбик располагается на 3 петлях. Я выполняю 2 раппорта, 2 умножить на 5 это 10. 3 петли добавляю для симметрии узора и 2 петли добавляю для формирования полотна. В итоге у меня получилось 15 воздушных петель. Я выполнила ряд столбиков без накида и могу приступать к выполнению следующего ряда с моими ажурными авторскими столбиками. Начинаем выполнение моего ряда с 6 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Работу разворачиваем. Я выполняю 4 накида на крючок. Мой столбик основан на столбике с 4 накидами. Пропускаю первую вершинку, в следующую вершинку я провязываю столбик с 4 накидами. Вот таким образом. Далее мы с вами провязывание будем вести вот в перемычке эту и эту. То есть перемычки нашего столбика. Я выполняю воздушную, подтягиваю и вытягиваю петлю. Обязательно следим, чтобы наши все петли были вытянуты на одинаковое расстояние. Первая перемычка, и я провязываю. Первое провязывание в столбик, второе, третье и четвертое. Накид. Я пропускаю одну вершинку, в следующую вершинку ввожу крючок. Далее я захватываю и провязываю 3 петли на крючке. Далее 2, 2, 2 и 2. И мы смотрим, у нас с вами получился вот такой красивый ажурный столбик. Напоминаю, он располагается на 3 петелечках. Но раппорт в ширину нашего узора 5 петель, потому что мы еще добавляем 2 воздушные петелечки. 4 накида на крючок. Я пропускаю 2 вершинки, в следующую вершинку столбик с 4 накидами выполняю. 1, 2, 3, 4. И выполняем наш ажурный столбик. Воздушная, вытягиваем. Далее перемычка и провязываем. 1, 2, 3, 4. Накид. Пропускаем. И начинаем провязывание. 3, 2, 2,
2 и 2. И наш вот такой шикарный столбик. Провязали 3, а потом все по 2 выполнили. Вот такая красота. Ну, давайте завершим выполнение ряда. 2 воздушные и еще раз столбик с 4 накидами пропускаю. И мы выполняем столбик с 4 накидами. Воздушная вытягиваем и провязываем. 1, 2, 3 и 4. Накид, пропускаем вершинку. И теперь провязываем 3, 2, 2, 2 и 2. Видите, да, какая красота у нас получается. Далее 4 накида. Завершаю выполнение ряда. Я выполняю столбик с 4 накидами. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4. И мой ряд моих ажурных столбиков завершен. Я могу приступить к выполнению следующего ряда. Это столбики без накида. Мы продолжаем нашу работу, и воздушная работу разворачиваю. Вершинку столбика выполняю столбик без накида. Далее очень внимательно, наш столбик располагается на 3 петлях, ему соответствуют 3 вершинки. Значит, мы провязываем под нашу вытянутую петлю 2 столбика без накида. И далее вершинку столбика я провязываю столбиком без накида. Под арочку я выполняю 2 столбика без накида. 1, 2. Далее опять вот наша петля. 1, 2. И в вершинку 3 столбик. Опять 1, 2. Далее под воздушную вытянутую петлю, да, 1, 2. И воздушно вытянутую, и вершинку столбик без накида. И теперь не забываем провязывать нашу 6-ю воздушную петлю подъема или 1-ю от вершинки столбиком без накида. Напоминаю, раппорт ширину узора 5 петель, раппорт высоту 2 ряда. Вот такая красота у нас с вами получается. Вот такие ажурные авторские столбики. Мы с вами продолжаем нашу работу. Я выполняю 6 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Работу разворачиваю. И я начну выполнение следующего ряда. То есть у нас идет повторение с вами. Вы далее выполните самостоятельно. Пропускаем. И я выполняю столбик с 4 накидами. Выполнили. Далее воздушная и вытягиваем. Ввожу крючок и провязываем. И провязываем. И провязываем. И провязываем. Далее накид. Пропускаю вершинку. И провязываем. И провязываем. И провязываем. У нас супер ажурный, крутой авторский столбик. Ну, давайте 2 воздушные. 1, 2, 3, 4. Пропускаем. Вводим крючок. 1, 2, 3, 4. Далее воздушная, вытягиваем и провязываем, и провязываем, и провязываем, и провязываем. Далее накид, пропускаем, провязываем, 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 провязываем и провязываем.
И вот такая красота у нас получается. Так мы с вами выполняем наше полотно на необходимую нам высоту. Вот такие ажурные, шикарные авторские столбики. Дорогие друзья, сегодня мы с вами познакомились с ажурными авторскими столбиками на основе столбика с 4 накидами. Эти столбики великолепно будут смотреться буквально из любой пряжи. Это полухлопок, и они очень интересно и необычно смотрятся и по изнаночной стороне. Напоминаю, что сам столбик располагается на 3 петелечках. Ну, в данном случае раппорт в ширину у нас с вами 5 петель. Раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. Вот такая красота у нас с вами получилась. И образец я еще подготовила с хлопковой пряжи. 100% мерсеризованный хлопок. Вот видите, очень интересно смотрятся столбики. По изнаночке наш узор тоже необычно смотрится. Сам столбик основан на столбике с 4 накидами. И повторюсь, ему соответствует 3 петли и 3 вершинки. Это обязательно нужно учитывать, если вы будете самостоятельно разрабатывать какой-либо узорчик. И вот смотрите, полотно просто из этих столбиков. Без воздушных петелечек. Очень нежно смотрится, мягкая, красивая получается. С изнаночной стороны тоже классно смотрится. Если ролик выйдет, я ссылочку под видео опубликую. Вот такая красота у нас с вами получилась. Огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч, творческих вам успехов. И не забывайте писать в комментариях, понравился ли вам мой авторский, назовем его ажурный столбик, и где вы планируете его использовать.